Засиндарил Ливончика или как выдавить воду из камня? Джавахир Синдаров против Ливона Ароняна вживую в блиц-партию надвигает Пихунделя Е4. Ливончик осторожно, аккуратно, как ювелир-гинеколог, отвечает d6. d4 это у нас защита пирца Уфимцева, конь f6, конь c3 и e5. Интереснейший вариант, который в случае размена на поле e5 позволяет соперникам разменять ферзи и перейти в интереснейший эндшпиль, в котором Джавахир будет бросать свою ладью в топку Ливона. Е5 забрал, Е5 забрал и на тебе ферзь d8, разменяйся ферзями, слон c4. Атака пешечки f7, партия была сыграна на том же FIDE World Rapid Blitz Team Chess Championship в Гонконге. Ну и конечно же король e8, где родился, там и пригодился, но теперь без рокировки. Позиция почти что симметричная. Играть и белыми, и черными одно удовольствие. Но у кого-то удовольствия в этой партии будет больше, у кого-то меньше. Джавахириус Синдариус синдарит своего коня на поле Е2, чтобы двинуть F4 или куда-то бросить его на поле G3. Куда он желает его бросить, время покажет. А ты, как показывает время, еще не подписан на мой канал и точно еще не поставил лайк этому видео. Непорядок надо исправиться. А6 аккуратненько, чтобы не было выпада конем на поле b5, ибо вилочка. А4, чтобы не было b5, сохраняем слона на активном центральном поле, конь bd7. И самое время пришло укрепить своего пихунделя на пешке Е4. F3 задвигаем, укрепляем, все отлично. А6 с гинекологической точностью Лемон Аронян двигает крайние пешки, чтобы при случае нигде никто никого не засандалил. G5. Но это все понятно. Если G5 нам нельзя, мы пойдем аккуратненько слон Е3, слон С5. Опа! Братанчик решил разменять своих слонов. Ну да ладно, меняйся, я отойду конем на поле d1, и в случае этого размена мой конь будет на поле e3, посматривать на поле f5 и на d5. Поэтому я к такому размену готов, говорит Джавахир. «Отказано!» — отвечает Ливончик, двигает аккуратненько короля вперед в предчувствии дикого эндшпильного замеса. Конь c1, конь по первой горизонтали, немножко запутался в копытах. Ладья d8, конь d3. Два коня, один на d3, второй потенциально на e3, будут иметь хороший атакующий потенциал в центре. Слон d6 отступил, меняться передумал, ну да ладно. На тебе h4, тепленькая пошла на королевском фланге. Угрожает вывод пешки g4, потом g5 с активными действиями. Что-то надо черным предпринимать. Конь f8. Увидел Ливон, как Джавахир тут тасует своих коней по первой горизонтали. Решил закосплеить его, повторить что-то похожее. Конь f8, короче. Слон d2 и слон d7. Компьютер пишет, что это ошибочка. Но с точки зрения человека, ход b5 следует дальше в партии. Я бы тоже сыграл конь d7. Нормально, пошли, чтобы в случае b5 забрать на проходе, оставляя своего слона в покое. Конина выпрыгивает на e6, и конь Ливона угрожает ударить копытом по полю d4. Будет здесь торчать, как заноза в заднице. Конь e3. Пошла конина на e3, конь f4. Одного из парнокопытных надо бы разменять. В этой позиции лучший ход за белых, конечно же, g4 с продолжением g5. Где-то по возможности вскрыть линию h и зайти Ливону в седьмую горизонталь. Но Джавахир допускает ошибочку, тырит этого коня на f4. Компьютер пишет, что это ошибочка. Оно и понятно, зачем сюда сандалить пешку и зачем сюда вообще это все надо. Конь f5, на тебе шахидос, слон f5, надо вырубить неприятного коня. Если же этого коня не вырубить, надо отступать на f8, чтобы потом как-то стерильную пешечку поддержать. Но тогда следует сюда тяп и рокировка в 3 нуля. Висит пешка на f4, потом слон b4 с нападением на поле d6. Ливон такое не позволяет. Смотри, какой петушиный коготь я тебе нарисовал. Кстати, если вам мешают субтитры, вы можете выключить их в настройках, если еще этого не сделали. Странно, если вы
вы до сих пор смотрите с субтитрами. Поэтому после кони в 5 Левон Аронян просто вырубил конину, отправил ее на гамбургер Ев и король F8. Все же надо отступить, открыть линию Е, чтобы шугануть вот этого жирного короля. Рокировка в 3-0, конь H5, конина стремится на поле G3, нападать на ладью, нападать на пешку F5. Вот здесь вскрывается еще одна идейка вырубления коня на поле F5, чтобы конина ее как-то там покусывала. Ладья E1, линию Е мы захватываем, слон C5, угрожает слон F2 забрать пешку на H4. Ух, какой Левон неудобный соперник, да? Что ты, кстати, думаешь про Левона? Как он тебе как шахматист? По-моему, замечательный, но эта партия против Джавахира это ничто. Конечно, общий счет мы показывать не будем, чтобы народ не расстраивать, а вот эту партию с удовольствием покажем. Ладья Е5, нападает Джавахир на слонину, слон D6, слонина отступает, отказался от слона F2. Кстати, можно было бы как-то пульнуть сюда слона на поле F2, получить шахидла с B4, если король сюда как-то отступит, получается подлива. Ладья D8, ладья D8 и ладья E7 с полным разносом посуды за черных. Если, например, закрываться ладья E8, следует просто ладья C7, нападение на F8, нападение на F7 с шахом, с кониной на H5. Во как! Поэтому после Е5 слонина отступает на поле d6, ладья d5. Нету никаких шахов, чтобы где-то эту ладью подловить на шампурец. Слон Е7 предлагает поменять эту ладью, но кто же такую ладью будет менять? Она активная, зачем ее менять? Джавахир отступает, можно брать пешку на h4, но почему-то Левон очканул, что ли. Если забрать на h4, получается вот такой прикол. Вроде бы ничего страшного, и просто ладья d5. Лишняя пешка это все же потенциальный ферзь. Ну да ладно, не забрал так не забрал. Слон d6, хорошо. Ладья e1, слон c5. Все же повторилась оппозиция у нас 10 ходов назад. Слон f2 угрожает с выигрышем пешки на h4. Логичный вопрос, почему бы ее не трахнуть ранее. Ну да ладно, слон c3 пошел, f6 немножечко подпускает краник. Но да ладно, еще можно сказать, что 30 секунд у джентльменов, поэтому партия сейчас будет дерзкой-резкой. Слон d3 выпускает Джавахир преимущество, маленькое преимущество, даже не преимущество, а просто что-то выпускает. Конь g3 пошел сюда, конь d2 на пешечку f4 нападаем, надо защищаться вот так. Слоном надо беречь эту пешку, слоном бережем пешку и заезжает тяжелый шкаф, тяжеловес на поле Е6. Есть угроза пропердолить на поле d6, отдать качество, напасть на f4. Позиционная жертва качества в 2 шагах от нас. Лучшим ходом, конечно же, есть ладья c8 или ладья e8, предложить просто размен. Но что-то у него здесь переклинило, малеха. Ладья d7, опа, ладья e1, опа, ладья d8, опа, король b1, опа. Что же они выпускают? После ладья d8 Джавахир выпустил вот такой ход. Затырить можно было здесь мивину. После взятия последовало бы слон b4. Завязал порядок. Но если бы этот забрал пешкой, последовало бы тут взятие. Конь h5 бы отступил как-то. И просто слон h2 угрожает g4 с выигрышем коня. Поэтому надо пихать g6, чтобы коня отвести назад. И после fg конина бы отступила. Но да, чё ты там? Отступил. Тогда слон f4 вот эту пешку немножко нагреть. Пошла бы она на h5, потом g4, размен, и идут вперед две красавицы в депутаты. Но имея 10 секунд у себя на часах, такое, к сожалению, не просматривается, не проглядывается. После d8 Джавахир опять выпускает. Это понятно, что он выпускает, я вам показал. c5, b3 и слон e5. Но, конечно, такого слона не забрать. Это будет ошибка. Постоянная рубрика. Поставь видео на паузу, найди лучший ход, сыграй, как Джавахир Синдаров, кандидат на шахматную корону, будет отбирать ее у Гукеша. Я обязательно эти обзоры буду пилить. Где-то там в ноябре или в декабре, где-то там будут они играть. В Индии, скорее всего. Там, где Гукешу попе тепло. Ну да ладно, пока ты тут слушал, подписку проверяй, лайк проверяй.
Лучший ход в этой позиции это забрать ладейкой на поле Е5. Левончик забирает эту пешечку. Надо брать на Е5. Подвисает на F4. Также потом имеются проблемы с конем на поле G3. И здесь вместо того, чтобы отступить конем на поле H5, отдать пешечку C5 заслуженно, Левончик делает финт ушами. Решил выпендриться, забрать на D3 этого слона, который в принципе ничем не угрожал. Тяпнул, тяпнул. Вот так вот стоим. Слон F4, пешечка упала. Еще конь H5, слон E3. Желаем бахнуть пешечку на поле C5. Ладья B3 сюда пошел. Король C2, C4. Что мы имеем в сухом остатке? А мы имеем то, что имеем. G4 на получи. Конь отступает на F6 и слон C5. Еще несколько ходов следует в партии. И конину этого надо продвигать сюда подальше. Сжать его, чтобы он здесь хорошо себя вел. Ладья F3 пешечку забрал, решил скинуть этого коня Левончик. Получает сначала шахидосик, король отступает, забрал, ладья B7. Что же мы имеем? Мы имеем за пешку целого слона. Но пешки, мягко говоря, никакущие. Пешек сейчас мы будем тырить. Ладья F5, слон B4. Последнюю свою пешку надо защищать обязательно. Ладья F3 еще следует в партии. Ладья B6, ладья B3, слон C3. Все, порядок. Хочешь меняйся, я поведу своего депутата, или же тут мы нападаем туда-сюда. Ладья А3, забрал пешку, получил шах, король Б1, ладья А3, король Б2. Левончик в этой позиции сдался. Почему же он сдался? Потому что после ладья А4 следует просто взятие следующей пешки, и эта пешка идет в ферзи, эта пешка рано или поздно упадет, поэтому вот такой исход. Смотри предыдущее видео, где Надирбек на завтрак покушал Дина или Женя. До новых встреч и лайков.